Удалять или не удалять? Если решили, что лучше все же удалить, то когда лучше удалить этот зуб мудрости? Посмотрите на этот нижний правый зуб мудрости, или, как еще называют, нижнюю восьмерку. Коронка уже сформирована, а корни только растут. Сейчас никто не скажет наверняка, как они расположатся относительно нижнечелюстного канала. Он останется рядом с зубом или окажется между корнями. Что делать с ним сейчас? Как бы вы поступили? Удалили зуб, пока корни не сформировались полностью, или оставили под наблюдением и посмотрели, как он будет развиваться? Такой выбор возникает не только в теории. В 2024 году челюстно-лицевые хирурги описали пациентку, у которой нижний альвеолярный нерв оказался внутри сросшегося корня нижней восьмерки. 6 месяцев у нее были боль, необычная чувствительность и онемение губы и подбородка еще до удаления. Но опубликованный редкий случай не предсказывает будущее зуба на нашем снимке. Он только показывает один из возможных исходов. Оставлять зуб только ради любопытства нельзя. Наблюдать его можно по другой причине. Если сегодня нет болезни и ожидаемый вред операции выше ожидаемого вреда наблюдения. А если зуб уже угрожает семерке, поддерживает воспаление или вероятность нормального прорезывания мала, ожидание полного формирования корней может сделать операцию сложнее. Значит, сначала нужно сравнить два риска. Что произойдет, если зуб оставить, и чем человек может заплатить за удаление. Поэтому разговор не ограничится задней стенкой семерки или нервом. Для решения нужна вся история зуба. Как он сформировался, куда направлен, что происходит с тканями рядом и насколько сложной будет операция. Мы последовательно дойдем от воспаления и скрытого повреждения семерки до кист, переломов, нервных осложнений и восстановления после удаления. А в конце приложим эти данные к 4 разным пациентам. Там хорошо видно, почему одному зуб лучше удалить, другой наблюдать, а у третьего спросить хирурга о короноктомии. Зуб мудрости — обычный третий моляр. Сначала формируется коронка, затем корни, а для прорезывания зубу нужны место и подходящее направление. У кого-то восьмерки отсутствуют с рождения, у кого-то выходят ровно и участвуют в жевании, у кого-то останавливаются в кости или упираются в семерку. Корни нижней восьмерки формируются рядом с нижнечелюстным каналом. Внутри него идут сосуды и нижний альвеолярный нерв, который обеспечивает чувствительность нижних зубов, губы и подбородка. Канал может проходить ниже корней, с щечной или язычной стороны, между ними, а в редком случае внутри сросшегося корня. Фраза «корни уже сформировались» сама по себе не является диагнозом. Она говорит, что анатомия стала более определенной. У одного зуба между корнями и каналом остается слой кости, у другого есть тесный контакт, у третьего корни обходят канал с двух сторон. Для решения нас интересует именно эта связь, а не факт завершенного формирования корней. На осмотре все восьмерки удобно сначала разделить на 3 группы. Первая — зуб полностью прорезался. Вторая — показалась только часть коронки, а остальное прикрывает десневой капюшон. Третья — зуб целиком или почти целиком остался в кости. У каждой группы свой набор проблем. Полностью прорезавшаяся восьмерка может быть здоровым и функциональным зубом. Если она стоит в прикусе, не травмирует слизистую и до нее доходят щетка и нить, удалять ее только потому, что она последняя, не нужно. Частично прорезавшийся зуб чаще создает карман, который невозможно нормально очистить. Полностью костная ретенция обычно лучше защищена от микробов изо рта, зато ее положение может угрожать корню семерки, а операция может потребовать удалить больше кости. Фраза «у меня ничего не болит» отвечает только на вопрос о симптомах с его дня. Она не говорит, здорова ли задняя поверхность семерки, нет ли потери кости и не началась ли резорбция корня. Но отсутствие боли не доказывает и обратного. Нельзя увидеть спокойный зуб в кости и объявить его бомбой замедленного действия, без клинических или рентгенологических оснований. Именно это различие объясняет, почему научные работы иногда звучат противоречиво. В одном длительном наблюдении при хорошей гигиене большинство бессимптомных зубов не создавало проблем, и авторы не поддержали их поголовное удаление. В другой многолетней когорте мягкотканная ретенция была связана с новой патологией соседней семерки. Исследовались разные зубы, разные люди и разные условия. Поэтому положение зуба и возможность гигиены важнее одного ярлыка ретинированный.
Самая узнаваемая проблема частично прорезавшейся нижней восьмерки — воспаление под капюшоном или перикоронит. Между коронкой и десной остается пространство, куда попадают налет и пища. Десна отекает, становится больно жевать и глотать, появляется неприятный вкус, иногда трудно открыть рот. При ограниченном воспалении основа помощи местная. Очистить и промыть область, устранить травму, оценить возможность прорезывания. Системный антибиотик не должен заменять лечение причины. Его оставляют для тяжелого или распространяющегося процесса, температуры и других системных проявлений. Если перикоронит повторяется, зуб продолжает создавать одну и ту же неочищаемую зону, и показания к удалению становятся сильнее. Запущенная инфекция способна перейти в абсцесс и распространиться в соседние клеточные пространства. Нарастающий отек, температура, выраженные ограничения открывания рта, затруднение глотания или дыхания — уже не ситуация для ожидания дома. Сам зуб тоже может разрушиться кариесом. Восьмерку трудно лечить, если она стоит глубоко, наклонена и почти недоступна инструментам. Но важнее то, что она может испортить здоровую семерку, зуб, который обычно намного ценнее для жевания и протезирования. При наклоне восьмерки вперед между ней и задней поверхностью семерки возникает узкий контакт. Щетка туда не проходит, пища задерживается, и кариес начинается в месте, которое человек не видит. В систематическом обзоре 13 исследований дистальный кариес семерки обнаруживали примерно у трети отобранных пациентов с ретинированными нижними восьмерками. При наклоне вперед доля была еще выше. Это не означает, что заболел каждый третий человек с восьмеркой. В метаанализ вошли клинические выборки, а не случайная выборка всего населения. Зато направление риска видно хорошо. Низиоангулярный контакт с семеркой нельзя оставлять без внимания. Кариес — не единственное повреждение в этой зоне. За семеркой может сформироваться глубокий пародонтальный карман и уйти кость. Метаанализ исследований состояния пародонта подтвердил, что присутствие третьего маляра, особенно нижнего, связано с дефектами за вторым маляром. Даже полностью прорезавшаяся восьмерка может быть проблемной, если между зубами невозможно поддерживать чистоту. Еще один механизм — наружная резорбция корня семерки. Восьмерка касается соседнего корня, и его твердые ткани постепенно разрушаются. Наибольший риск наблюдают при горизонтальном и наклоненном вперед положении и тесном контакте. На обычной панораме глубину дефекта не всегда видно, иногда для решения нужна КЛКТ. Ждать боли здесь особенно ненадежно. Значимая часть корня может быть потеряна до появления симптомов. Вокруг коронки непрорезавшегося зуба сохраняется фолликулярная ткань. Из нее может развиться зубосодержащая киста, реже другая одонтогенная киста или опухоль. Метаанализ гистологии удаленных ретинированных восьмерок нашел кисту или опухоль примерно в 5% образцов. Но эти зубы уже были удалены и попали к патоморфологу, то есть выборка заранее смещена в сторону подозрительных случаев. Цифра подтверждает возможность патологии, но не дает 5% риска каждому человеку, решившему оставить спокойный зуб. Большая киста, опухоль, остеомиелит или остеонекроз могут ослаблять кость. В крайнем случае возникает патологический перелом. Причиной здесь становится не сам номер зуба, а процесс, который разрушил окружающую челюсть. У полностью прорезавшейся восьмерки без зуба-антагониста бывает другая проблема. Она продолжает выходить из кости, травмирует слизистую противоположной челюсти и создает неудобный контакт. Это не самое частое осложнение, но оно еще раз показывает, почему врач оценивает функцию зуба, а не только наличие кариеса. Есть и тот редкий нервный сценарий, с которого начался ролик. Корни могут сформироваться вокруг канала, а воспаление, давление или непосредственный захват сосудисто-нервного пучка могут сопровождаться болью и изменением чувствительности еще до операции. Пока это описано главным образом в клинических случаях и небольших сериях, поэтому утверждать, что сформированные корни часто сдавливают нерв, нельзя. Отдельно стоит популярная история о том, что восьмерки толкают весь зубной ряд и обязательно скручивают нижние резцы. В систематическом обзоре 2026 года после ортодонтического лечения скученность со временем увеличивалась, независимо от того, были восьмерки удалены, отсутствовали с рождения или сохранялись.
Уверенность в доказательствах низкая, но оснований удалять здоровый зуб только ради обещания сохранить ровные передние зубы нет. При внешней травме, ударе, падении, аварии, ретинированный нижний третий моляр занимает часть кости в области угла челюсти. Метаанализ наблюдательных исследований показал, что среди уже травмированных пациентов наличие восьмерки было связано примерно с трехкратными шансами перелома именно угла челюсти. Здесь легко сделать неправильный перевод. Исследование не говорит, что восьмерка утраивает обычный жизненный риск сломать челюсть, и тем более не говорит, что зуб ломает ее без внешней силы. Оно показывает, где с большей вероятностью пройдет линия перелома, если серьезная травма уже произошла. Есть и обратное наблюдение. При отсутствии восьмерки часть нагрузки может передаваться дальше, и в некоторых выборках чаще встречались переломы мыщелкового отростка. Поэтому травматологические данные интересны для понимания биомеханики, но сами по себе не являются показанием удалить все бессимптомные зубы. Если остановиться на этом месте, ответ получится заранее заданным – удалять. До рекомендаций нужно с той же внимательностью посмотреть, чем человек может заплатить за саму операцию. После хирургического удаления ткани закономерно воспаляются. Боль, отек, синяк и ограничение открывания рта в первые дни сами по себе не означают, что операция прошла плохо. Важны их направление и продолжительность. Обычные симптомы доходят до пика и затем постепенно уменьшаются. Резкое ухудшение после периода улучшения требует проверки. Одно из частых осложнений – альвеолит или сухая лунка. Кровяной сгусток в лунке разрушается или не сохраняется, кость остается незащищенной, и через несколько дней появляется сильная боль, часто отдающая в ухо или висок, неприятный запах и вкус. Это не просто низкий болевой порог и не обязательно гнойная инфекция. Лунку должен осмотреть и обработать врач. Послеоперационная инфекция встречается реже обычного отека. Нас настораживают нарастающая припухлость, гной, температура, ухудшение самочувствия и боль, которая усиливается, а не стихает. Профилактический антибиотик нужен не каждому здоровому человеку после стандартного удаления. Решение зависит от сложности операции и индивидуального риска, потому что у антибиотика есть побочные эффекты и цена в виде устойчивости бактерий. Кровотечение обычно контролируется давлением и местными средствами. Если оно не прекращается, врач должен знать о препаратах, влияющих на свертывание, и о заболеваниях пациента. Самостоятельно отменять назначенные антикоагулянты перед удалением опасно. Схему согласует хирург и врач, который их назначил. Во время сложной операции можно повредить пломбу или ткань соседней семерки, сломать корень, сместить фрагмент в мягкие ткани. Иногда небольшой фрагмент корня намеренно оставляют, если попытка достать его создаст больший риск для нерва или пазухи. Это решение должно быть зафиксировано и объяснено пациенту, а не обнаружено случайно спустя годы. Для верхней восьмерки главная соседняя структура – верхнечелюстная пазуха. После удаления возможно сообщение между ртом и пазухой, перелом бугра верхней челюсти или смещение зуба в соседнее пространство. Ощущение прохождения воздуха или жидкости между ртом и носом после операции требует осмотра. Риски верхнего и нижнего зуба нельзя обсуждать одной фразой. Скопинг-ревью редких осложнений собрал 51 тип событий из клинических случаев. Среди них смещение зуба или корня, подкожная эмфизема, распространение воздуха в шею и грудную клетку и другие необычные ситуации. Такой обзор полезен хирургу как карта возможного, но не сообщает частоту. Читать 51 клинический случай как список того, что может случиться с каждым, было бы научно нечестно. Нижний альвеолярный нерв отвечает за чувствительность нижней губы, подбородка и нижних зубов. Язычный нерв проходит со стороны языка и отвечает за общую чувствительность соответствующей половины языка. При его повреждении может измениться и вкус. После удаления нижней восьмерки человек может заметить онемение, покалывание, жжение, болезненную чувствительность или ощущение, будто анестезия не прошла. Это не паралич лица, двигательные ветви здесь другие. Но нейропатическая боль или постоянное онемение способны заметно повлиять на речь, питание и качество жизни.
В систематическом обзоре 23 исследований собрали 44 171 удаление нижних ретинированных восьмерок. Временное нарушение чувствительности возникало примерно после одной операции из 83, а постоянное — примерно после 3 операций из 1000. Это средние значения из разных клиник. Для конкретного зуба риск меняют глубина, контакт с каналом, положение канала, объем удаления кости, экспозиция нерва, техника и опыт хирурга. На панорамном снимке хирурга настораживают затемнение корня в месте пересечения с каналом, прерывание его белой границы и изменение хода канала. Такие признаки не доказывают, что нерв проходит внутри корня, но показывают, что обычного двухмерного изображения может быть недостаточно. Конусно-лучевая компьютерная томография показывает отношение корней и канала в 3 измерениях. Она помогает увидеть, с какой стороны проходит канал, сохранилась ли между ним и корнем костная стенка и не окружен ли канал корнями. Но КЛКТ не является страховкой от повреждения. Метаанализы рандомизированных исследований не показали, что ее рутинное назначение всем пациентам снижает частоту парестезии. Томография оправдана тогда, когда ее результат способен изменить план операции. Иногда этот план — коронектомия. Хирург удаляет коронку, которая создает патологию, а жизнеспособные корни оставляет рядом с нервом. В систематических обзорах у отобранных зубов высокого риска повреждение нижнего альвеолярного нерва после коронектомии встречалось реже, чем после полного удаления. Плата за сохранение корней — наблюдение. Они часто немного мигрируют, иногда обнажаются или требуют повторной операции. Если корни подвижны, зуб не жизнеспособен, есть инфекция у верхушки или определенная киста или опухоль, коронектомия может быть противопоказана. Это не облегченная версия удаления для всех, а способ уменьшить конкретный нервный риск. Может, но это крайне редкое осложнение. Систематический обзор приводит разброс оценок, а более устойчивые серии дают порядок нескольких случаев на 100 тысяч удалений. Перелом бывает непосредственно во время операции или позже, когда зона удаления еще не восстановила прочность. Риск выше при глубокой костной ретенции, сложном положении, большом объеме удаляемой кости, местной кисте и реинфекции, а также у пациентов старшего возраста. В опубликованных сериях поздние переломы часто происходили в первые 4 недели. Человек уже чувствовал себя лучше, возвращался к жесткой пище, и ослабленный участок не выдерживал нагрузки. Внезапный хруст, резкая боль, изменение прикуса или новая подвижность челюсти после сложного удаления требуют срочного осмотра. Но превращать редкий перелом в аргумент против любой операции тоже нельзя. У зуба с большой кистой или глубокой инфекцией кость может быть ослаблена еще до лечения. С возрастом корни уже сформированы, кость обычно плотнее, восстановление может идти медленнее, а хронических заболеваний становится больше. В крупной проспективной когорте возраст старше 25 лет был связан с более высокой частотой осложнений. В одноцентровой работе 2024 года у пациентов старше 40 осложнения после удаления отмечали чаще, чем у людей 20-29 лет. Эти наблюдения не означают, что в 18 лет нужно удалить 4 здоровых зуба до того, как они успели что-либо сделать. Они означают другое. Если положение зуба и уже начавшаяся патология показывают, что операция почти неизбежна, откладывание на десятилетие может сделать ее сложнее. А глубоко лежащий здоровый зуб рядом с нервом у человека старшего возраста, наоборот, может быть безопаснее наблюдать, чем удалять профилактически. Найс рекомендует отказаться от профилактического удаления патологически неизмененных ретинированных восьмерок и удалять их при наличии болезни. Кокран после сравнения удаления и сохранения бессимптомных, свободных от болезни зубов, признал доказательства недостаточными, чтобы уверенно выбрать один вариант для всех. Если зуб сохраняют, нужно регулярное клиническое и рентгенологическое наблюдение. Американская ассоциация челюстно-лицевых хирургов занимает более активную позицию. Она сильнее учитывает вероятность будущей патологии и то, что более поздняя операция может быть труднее. При этом даже ее рекомендации допускают наблюдение полностью покрытого костью зуба с завершенными корнями, если нет показаний к вмешательству. Разногласие возникает не потому, что одна группа читала науку, а другая нет.
Исследования пока не дают точного пожизненного прогноза для каждого бессимптомного зуба. Один специалист сильнее взвешивает будущую болезнь, другой — осложнение операции сегодня. Пациенту нужно знать, какие именно данные на сегодня снимки сместили чашу весов. Представим молодого человека с частично прорезавшейся нижней восьмеркой. Капюшон воспалялся уже несколько раз, места для полного прорезывания нет, корни расположены на расстоянии от канала. Здесь повторяемая причина никуда не исчезает, а ожидаемая сложность операции сравнительно невелика. Удаление выглядит обоснованно. Другая ситуация. Горизонтальная восьмерка уже создала кариес или резорбцию корня семерки. Ждать боли означает рисковать соседним зубом. Если корни далеко от нерва, обсуждают полное удаление. Если канал тесно связан с корнями, хирург сопоставляет полное удаление с коронэктомией и объясняет ограничения обоих вариантов. Третья ситуация. Человек старшего возраста. Зуб полностью лежит в кости, вокруг нет кисты, семерка здорова, но корни тесно охватывают канал. Здесь профилактическая операция может создать больше проблем, чем предотвратить. Разумным выбором часто становится активное наблюдение. И четвертое. Восьмерка полностью прорезалась, участвует в жевании, хорошо очищается, на ней и на семерке нет кариеса, пародонт здоров. Это нормальный зуб. Его сохраняют и ухаживают за ним так же, как за остальными. Удалять чаще имеет смысл при повторном или тяжелом перикороните, невосстановимом кариесе, повреждении семерки, резорбции, абсцессе, распространяющейся инфекции, кисте, опухоли или другой прогрессирующей патологии. Наблюдать, когда зуб клинически и рентгенологически здоров, а операционный риск не оправдан ожидаемой пользой. Коронэктомию обсуждают, когда показания к вмешательству есть, но полный выход корней угрожает нерву. Активное наблюдение тоже имеет конкретное содержание. На контрольном приеме врач проверяет, изменилось ли положение зуба, можно ли очистить область, появился ли карман за семеркой, кариес, потеря кости, расширение пространства вокруг коронки или признаки резорбции. Панорамный снимок повторяют не по календарю для всех одинаково, а когда результат способен изменить решение. КЛКТ тем более не делают ежегодно для спокойствия. Дополнительная трехмерная информация нужна перед сложным вмешательством или при вопросе, который не решает обычный снимок. Такой контроль особенно важен, когда зуб оставили из-за высокого риска для нерва. Фраза «удалять опасно» не должна превращаться в пожизненное исчезновение из наблюдения. Если через несколько лет появляется киста, повреждение семерки или повторное воспаление, соотношение рисков меняется, и прежнее правильное решение тоже может измениться. Хорошая консультация заканчивается не фразой «восьмерки всем удаляем», а конкретными ответами. Что уже происходит с самой восьмеркой и соседней семеркой? Есть ли болезнь сейчас, или врач говорит только о вероятности в будущем? Как зуб связан с нижнечелюстным каналом или верхнечелюстной пазухой? Изменит ли КЛКТ решение, или она назначается просто потому, что снимок можно сделать? Почему в этом случае лучше полное удаление, коронэктомия или наблюдение? Если зуб остается, когда следующий контроль и какие изменения мы ищем? Вернемся к развивающейся восьмерке с первого снимка. Одного снимка мало и для назначения операции, и для обещания, что зуб можно спокойно оставить до полного формирования корней. Сначала собирают анамнез. Была ли боль, отек, неприятный вкус, воспаление под капюшоном или измененная чувствительность губы и подбородка. На осмотре определяют, прорезывается ли зуб, хватает ли ему места, можно ли очистить эту область, участвует ли он в прикусе, не травмирует ли его верхний антагонист. Отдельно проверяют дистальную поверхность семерки, глубину кармана и состояние кости за ней. Если рассматривается операция, на панорамном снимке оценивают не только направление зуба. Врач фиксирует стадию формирования корней, пространство для прорезывания, состояние фолликула, контакт с семеркой и отношение к нижнечелюстному каналу. Затем отличает на два разных вопроса. Есть ли болезнь уже сейчас и насколько вероятна болезнь в будущем. КЛКТ не назначают только для того, чтобы получить эффектную трехмерную картину растущих корней. По рекомендациям РСС ее рассматривают, когда панорамный снимок показывает тесное отношение к каналу, и трехмерный ответ действительно изменит тактику.
Если независимо от результата зуб будут просто наблюдать, дополнительное облучение может ничего не добавить к решению. После этой оценки появляются три пути. При болезни или явном повреждении семерки обсуждают вмешательство. При высоком риске будущего кариеса или пародонтального дефекта можно решить, что безопаснее действовать раньше, не дожидаясь полного формирования корней. Если зуб свободен от болезни, а операционный риск высок или прогноз неясен, допустимо активное наблюдение. Активное наблюдение — не фраза «приходите, когда заболит». РСС определяет его как заранее назначенную последовательность клинических и рентгенологических контролей. Единого срока для всех зубов руководство не дает. Врач выбирает интервал по стадии развития, положению, риску для семерки и тому, изменит ли новый снимок решения. NICE для здорового бессимптомного ретинированного зуба допускает обычные стоматологические осмотры без специальной программы дополнительных исследований. Значит, выбранный подход и причина каждого снимка должны быть записаны в карте и объяснены пациенту. Еще до начала наблюдения нужны условия, при которых план меняется. Повторный или тяжелый перикоронит, новый кариес, пародонтальный дефект, резорбция семерки, увеличение фолликулярного пространства, появление неврологических симптомов или изменение положения зуба. Наблюдение без таких правил — это уже не протокол, а отсрочка решения. Поэтому на вопрос из начала, оставить ли зуб, пока сформируются корни, честный ответ звучит так. Полное формирование корней не должно быть целью само по себе. Мы можем наблюдать развитие только пока это безопаснее для пациента, чем вмешательство. И если этот зуб действительно сформирует редкое отношение к нерву, ценность кейса будет не в том, что врач угадал исход, а в том, что он заранее определил, что контролировать и в какой момент изменить тактику. Перед операцией хирургу нужны сведения о лекарствах, аллергиях, нарушениях свертывания, иммунных заболеваниях, беременности и курении. Назначенные препараты нельзя отменять самостоятельно. После сложного нижнего удаления стоит заранее получить понятные инструкции по обезболиванию, гигиене, питанию и нагрузке, а не искать их вечером на форуме. Быстро связаться с врачом нужно при кровотечении, которое не удается остановить, нарастающем отеке и температуре, затруднении глотания или дыхания, гное, резком ухудшении после улучшения, новом или усиливающемся онемении, ощущении сообщения с пазухой, внезапном хрусте и изменении прикуса. Восьмерку удаляют не за то, что она восьмерка. Ее удаляют, когда уже существующая болезнь или обоснованный риск ожидания перевешивают риск операции. Если операция опаснее, зуб наблюдают или меняют технику. А если зуб здоров, функционален и доступен для гигиены, он не обязан покидать рот только из-за своего номера. Редкий нерв внутри корня из начала ролика хорошо показывает принцип. Один и тот же зуб нельзя оценить одним словом. Сначала нужно увидеть, что он делает с окружающими тканями, а затем понять, какую цену придется заплатить за его удаление. Между удалить все и ждать, пока заболит, есть нормальная медицина. Решение по конкретному человеку, осмотру и снимку.